Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу поговорить о такой цифре, как восьмерка. Наверное, хочу больше развеять миф, что восьмерка приносит деньги. Что это прекрасная цифра, и все это хорошо, и знак бесконечности, когда ты рисуешь, и восьмерку ты когда рисуешь, что тебе все будет идти. Во-первых, возьмем саму цифру эту, да, то есть восьмерочка у нас как выглядит? То есть она выглядит такое хождение по так называемому кругу, да, то есть, ну, не круг, но это понятно. Я думаю, что вы возвращаетесь все равно в точку отсчета и опять по новой просто блуждаете. Вы не можете из этого вырваться. То есть это первое. Поэтому нежелательно какие-то такие татуировки ставить. Татуировка очень влияет на человека. Обязательно коснусь этой темы еще. Это первое. Следующее. Люди восьмерочники, то есть у которых перегруз в матрице именно восьмерок, они, я бы сказала, не то что не постоянные, они довольно такие, то есть как весы. То есть они сегодня одно говорят, завтра они уже передумали, то есть с ними бывает достаточно сложно. Плюс эта энергия больше такая земная, то есть она земли, она приземленная, она тяжелая. Восьмерка отвечает очень часто за карму, за мужскую. То есть и поэтому, когда у человека перегруз этих восьмерок, это говорит, что он отрабатывает вещи кармические за мужской род. И может довольно серьезно. Если я вижу, что, например, что у мужчины там 2 восьмерки, вот 2 восьмерки неплохо тем, что это такой определенный стержень. Но когда у женщины 2 восьмерки, она отрабатывает за мужской род. То есть и это со стержнем женщина тоже, да, но сложно ей. То есть ей тяжело, но у нее сил хватает, чтобы это тянуть. Да, и очень часто как раз у женщины, которые приходят, они говорят о том, что уже сил нету, вот я пошу и все остальное. То есть это говорит как раз о перегрузе. Вот об этом. То есть сама по себе эта цифра, она не отвечает за деньги. Она и не будет отвечать. И если она где-то стоит, она, знаете, вот она заставляет как бы затормозиться, она останавливает, она приземляет, она прям вот к земле тянет. Поэтому тоже восьмерка это не такая уж хорошая цифра. Плюс, когда вы, например, берете просто совет, берете там, например, какие-то вещи, типа в долг или что-то еще, и там это восьмерочка. То есть будьте аккуратнее, потому что иначе потом будут проблемы. Либо даете в долг. Проблемы с тем, с возвратом, с тем же самым. То есть она вот в этом плане, она такая тормозная. Поэтому я советую, то есть быть поаккуратнее с этой цифрой, не играться с ней. То есть о семерках я уже поговорила с вами так слегка, да, то есть восьмерки это очень сложный. Но еще есть такая вещь, то есть редчайшая, очень редко бывает, когда у человека 4 восьмерки заложены. 4 восьмерки говорит о том, что были в роду настоящие колдуны, ведьмы, настоящие эзотерики, сильнейшие по мужскому роду. То есть оно говорит еще и за это. То есть это значит, человек в этой жизни отгребать будет по полной программе. То есть, но у него есть такие данные, что он может исправить очень и очень много. И при помощи эзотерики. То есть это вот такие настоящие ведьмаки. В основном это, кстати, бывает у мужчин. То есть, и поэтому и энергия, которая у них, она вот как раз она совсем другая, например, чем как у трех восьмерок. То есть она другая тем, что она притягательная такая, она жесткая, она притягательная, но вот это вот мужское начало всегда чувствуется. То есть у женщин я еще не сталкивалась, а вот у мужчин да. То есть там достаточно сильно все. На этом, в принципе, все. Тоже, опять же, короткое видео. Просто поосторожнее будьте с такими цифрами. Вообще поосторожнее, потому что не все знают, что они означают на самом деле. Будьте там аккуратнее. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал. Увидимся еще обязательно. До свидания.